Всем привет! Я нахожусь недалеко от Красной площади. Это значит, что сегодня, 7 ноября, откроется музей под открытым небом. Так что приглашаю вас вместе со мной посмотреть на эту экспозицию. Итак, поехали! Итак, самый интересный экспонат этой выставки, на мой взгляд, это танк Т-28. Это новый экспонат музея Вадима Задорожного. И такого танка даже нет в знаменитой Кубинке. Т-28 – это один из самых необычных советских танков. Трехбашенный гигант, созданный еще в середине 30-х годов. Он задумывался как машина прорыва. Мощная 76-миллиметровая пушка, несколько пулеметов и неплохая по тем временам броня. А к началу Великой Отечественной войны его уже считали устаревшим. Но по огневой мощи Т-28 все еще превосходил большинство немецких танков 1941 года. С первыми ударами вермахта Т-28 вошел в бой в составе танковых дивизий приграничных округов. Эти машины сражались под Минском, в Прибалтике, прикрывали отход пехоты, контратаковали немецкие колонны. Знаменитый эпизод – это бой одиночного танка Т-28 в оккупированном Минске 3 июля 1941 года, когда экипаж ворвался в город, громя вражескую технику и живую силу, пока танк не был подбит. Подбитая машина так и простояла в Минске всю оккупацию, превращенная немцами в зловещий памятник, но для граждан она оставалась символом сопротивления. А в битве за Москву уцелевшие танки Т-28 использовались буквально поштучно. Часть машин действовала в составе отдельных танковых рот и бригад, участвуя в оборонительных боях на подступах к столице. А другие, снятые сходу, превращали в неподвижные огневые точки. Например, в мемуарах генерала Лелющенко есть воспоминания, как он нашел на заброшенном полигоне 16 танков Т-28 без двигателей, но с исправными пушками и поставил их на направление Бородино-Можайск. По документам, как минимум один такой танк ДОТ под Москвой уничтожил несколько немецких машин. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. А это КВ-1, это тяжелый танк, который в 1941 году оказался настоящей крепостью на гусеницах. Толстая лобовая броня до 75 мм и выше делала его почти неуязвимым для большинства немецких противотанковых пушек начала войны. Штатные орудия троек и четверок просто не пробивали КВ в лоб, и зачастую немцы вынуждены были вызывать 88-мм зенитки и артиллерию, чтобы остановить один единственный танк. Но техническое превосходство не решало всех проблем. КВ был тяжелым и неудобным в управлении, с капризной трансмиссией, и он часто выходил из строя не от попаданий, а от поломок. Плохо подготовленные экипажи, нехватка запчастей и эвакуация заводов приводили к тому, что машины бросали на марше или подрывали, чтобы они не доставались врагу. А осенью 1941 года в битве за Москву оставшиеся в строю КВ-1 стали одними из ключевых аргументов на самых опасных участках фронта. Тяжелые танки выводили в бой небольшими группами в составе отдельных танковых бригад и рот, которые затыкали прорывы и встречными ударами били по передовым частям вермахта. В районе Тулы и Каширы, там, где Гудериан пытался обойти столицу с юга, части Т-34 и КВ-1 неоднократно срывали продвижение второй танковой армии, ломая график немецкого наступления и выбивая у противника уверенность в молниеносной войне. Т-34 к началу войны стал тем самым танком, который потом будут называть оружием победы. Средний по массе, но вовсе не средний по возможностям. Наклонная броня, 76-миллиметровая пушка, хорошая проходимость и дизельный двигатель, который снижал риск пожара. В 1941 году большинство немецких танков по защите и вооружению уступали танку Т-34, и для вермахта появление этих машин стало неприятным сюрпризом. В первые месяцы войны Т-34 воевали в составе механкорпусов на Украине, в Прибалтике, под Смоленском. Их было еще немного. Командиры не до конца понимали, как правильно использовать новые машины. Связь и взаимодействие часто срывались. Поэтому даже там, где Т-34 пробивали немецкий фронт, пехота и артиллерия не успевали за танками, и успехи таяли. Но каждый такой бой оставлял у немцев одно ощущение – советский танк, который трудно пробить и страшно подпускать на дистанцию прямого выстрела. В битве за Москву роль Т-34 стала критической. Танки, которые еще вчера сходили с конвейера на Урале, в эвакуированных цехах, уже через считанные дни оказывались на фронте под Можайском, Волоколамском, Тулой. Они входили в состав танковых бригад, которые затыкали дыры в обороне, наносили контрудары по клиньям Гудериана и Гёпнера, срывали график наступления.
На заснеженных полях под Москвой Т-34 показал еще одно преимущество – великолепную проходимость там, где немецкие машины вязли или сбивались на дороге, а наши танки уходили в обход, били с флангов и из засад. МС-1, он же Т-18, это фактически первый серийный советский танк. Небольшая угловатая машина конца 20-х годов, созданная на основе опыта французского танка Рено ФТ, но уже с учетом своих идей. У него низкий силуэт, тонкая броня, а в ранних версиях только пулемет, уже позже только появилась 37 миллиметровая пушка. В конце 20-х годов, в начале 30-х МС-1 был гордостью молодой Красной Армии. На нем учились танкисты, отрабатывали тактику взаимодействия с пехотой, проводили первые маневры с бронетехникой. Эти танки успели повоевать на Дальнем Востоке, на китайской границе, участвовали в локальных конфликтах, но к концу 30-х годов стремительно устарели. Броня слабая, скорость небольшая, вооружение уже не соответствовало новым требованиям. К началу Великой Отечественной войны большинство танков МС-1 уже стояло в учебных частях, на складах или просто были списаны. БТ-2 – это один из самых первых советских быстрых танков, с которых вообще началась история семейства БТ. Легкая машина на колесном гусеничном ходу могла идти на гусеницах и только на колесах, разгоняясь по шоссе до высоких по тем временам скоростей. Броня у него тонкая, вооружение слабое, зато маневренность и скорость казались главным козырем еще в 30-е годы, когда танк задумывался скорее как средство глубокого рейда, чем лобовой атаки. К началу Великой Отечественной войны большинство БТ-2 уже считались морально устаревшими. Часть машин стояла в учебных частях и на складах. Другие входили в состав механкорпусов западных округов вместе с более поздними БТ-5 и БТ-7. В первых боях лета 1941 года БТ-2 уже воевали на Украине, в Беларуси и Прибалтике, в основном выполняя задачи разведки, сопровождения колонн и прикрытия отхода. Нередко их бросали и в контратаке, для которых эта машина вообще не была рассчитана. Тонкая броня плохо держала огонь противотанковых пушек, и танки несли тяжелые потери. Главный враг БТ-2 был не только противник, но и время. К началу войны многие машины были изношены. Запчастей не хватало, экипажи часто получали танки в плохом техническом состоянии. Множество БТ-2 было потеряно не в бою, а на марше из-за поломок ходовой части и двигателя. Такие танки подрывали и бросали, чтобы не доставались врагу. А это БТ-7, самый массовый и зрелый из довоенных советских быстрых танков. Легкий, юркий, с тонкой броней, но высокой скоростью и неплохой по тем временам пушкой. Его делали как танк для глубоких рейдов, прорывать оборону, уходить в тыл, громить колонны, штабы и коммуникации. В конце 30-х годов именно БТ-7 был основной ударной мощью механкорпусов РККА. Но война оказалась не такой, под которую эти танки создавались. Тонкая броня плохо держала огонь 37 мм и 50 мм противотанковых орудий, да и обычных полевых пушек. В условиях господства немецкой авиации, разбитых дорог, хаоса отступления, главный плюс БТ скорость часто просто не удавалось реализовать. Машины горели от первых попаданий, ломались на марше, вставали без горючего и запчастей. Но тем не менее, именно БТ-7 в первые месяцы войны часто оказывались первой и единственной броней, которая прикрывала отход пехоты. Врывалась в контратаки, задерживала наступление. На подступах к Москве уцелевшие БТ-7 сводили в смешанные части вместе с Т-26, БТ-5 и немногочисленными танками Т-34. Т-26 – это главный пехотный танк Красной Армии 30-х годов и один из самых массовых танков мира накануне войны. Небольшой, низкий, с тонкой броней и 45 миллиметровой пушкой. Он создавался не для глубоких рейдов, как БТ, а для поддержки пехоты, идти вместе со стрелковыми частями, подавлять огневые точки, проламывать первую линию обороны. Тонкая броня Т-26 плохо держала огонь немецких противотанковых орудий, а в условиях господства Люфтваффе и разрушенных дорог старые танки слабо тянули маршевые переходы. Огромное количество Т-26 было потеряно летом-осенью 1941 года, часть в боях, часть брошенная из-за поломок и отсутствия горючего и запчастей. Но тем не менее, отдельно уцелевшие Т-26 продолжали сражаться на подступах к Москве. Их сводили в смешанные танковые батальоны вместе с БТ и редкими танками Т-34. Использовали в основном как подвижные огневые точки в разведке, в ночных рейдах для поддержки пехоты в обороне. Ну а где-то их зарывали в землю по башню, превращая в импровизированные доты, чтобы хоть какая-то бы пушка и пулемет продолжали работать по врагу.
В истории Великой Отечественной войны Т-26 часто остается в тени более поздних машин, таких как Т-34, КВ и самоходок. Но именно на этих невзрачных, устаревших к 1941 году танках Красная Армия встретила первый удар, контратаковала, отступала и покупала драгоценное время, пока страна перестраивала промышленность и готовила новое поколение бронетехники. Т-60 – это один из тех танков, которые родились прямо из необходимости в 1941 году. Легкая машина разведки и поддержки пехоты, созданная в пожарном порядке, когда страна спешно восполняла колоссальные потери первого периода войны. Небольшой, с тонкой броней и 20-мм пушкой. Он не выглядел грозным кулаком, но позволял быстро и массово дать фронту бронированные машины. Уже осенью 1941 года Т-60 пошли на фронт, в том числе и под Москву. Эти танки входили в состав отдельных танковых бригад и батальонов, прикрывали фланги, вели разведку, поддерживали пехоту в обороне и в контратаках. На подступах к столице Т-60 часто работали там, куда тяжелые танки КВ или же даже Т-34 было трудно подтянуть, по лесным дорогам, проселкам, связке со стрелковыми частями. Ну а этот Т-34 уже образца 1943 года. Это уже обкатанный военный вариант знаменитой Т-34. Но главная внешняя примета – это новая шестигранная башня, та самая гайка. Она стала чуть просторнее и удобнее в производстве и дала экипажу немножко больше внутреннего объема, хотя башня все еще оставалась двухместной, и командир продолжал совмещать свои обязанности с работой наводчика. В 1943 году радио уже стало нормой, а не роскошью, и Т-34 получил более современную радиостанцию 9РМ. Связь с подразделениями стала организованнее, и это прямо влияло на тактику. От хаотичных бросков отдельных машин в 1941 году к более слаженным действиям рот и батальонов. Именно Т-34 образца 1943 года в огромных количествах шел в бой под Курском и в последующие наступления. Его шестигранные башни можно увидеть на хронике Прохоровки, Орла, битв за Днепр. И это уже не редкий новый танк, как в 1941 году, а по-настоящему массовая, отлаженная боевая машина, которую заводы выпускали тысячами, а фронт умел ее использовать. Су-76 – это самая массовая советская самоходка войны и, по сути, универсальный солдат Красной Армии. Легкая, открытая сверху на базе узлов танка Т-70. И она не выглядела грозно рядом с тяжелыми ИСами или Су-100. Но именно такие машины сопровождали пехоту на Курской дуге до Берлина. Вытаскивали на себе огневую работу там, где до танков было не дотянуться. Изначально Су-76 задумывали как простую дешевую самоходную пушку поддержки. 76-мм орудия ЗИС-3 в легкой рубке, минимум брони, максимум простоты. Первые машины страдали от детских болезней трансмиссии, но после доработки появилась Су-76М, та самая, ставшая массовой. Она умела почти все – подавлять пулеметные гнезда и дзоты, бить по легкой броне, поддерживать атаки пехоты прямой наводкой, работать как полевая пушка закрытых позиций. Экипажи относились к Су-76 по-разному. За открытый сверху боевой отсек ее прозвали иронично – голубой вагон или же колесница смерти. Ну а сейчас перед вами и Су-152. Это уже тяжелая артиллерийская кувалда Красной Армии. Огромная самоходка на базе танка ИС с низкой бронированной рубкой и чудовищным 152 мм орудием. Экипажи прозвали ее просто и честно – «Зверобой». И один такой снаряд мог разнести вражеский ДОТ, дом, превращенный в укрепление, или серьезно повредить тяжелый танк одним попаданием. Изначально ИСу-152 создавали как штурмовую машину – ломать долговременные укрепления, пробивать оборону, работать по бетонным дотам и городским зданиям. Но на практике она показала себя как мощное противотанковое средство. И да, скорострельность была у нее невысокой, орудие громоздкое, перезарядка тяжелая. Но если зверобой попадал по тигру или пантере, вопрос обычно решался одним выстрелом. В наступательных операциях 1944-45 годов ИС ушла вместе с танками и пехотой на самые тяжелые участки. При штурме укрепленных полос и городов такие самоходки выдвигались вперед, расстреливать опорные пункты, амбразуры, баррикады, буквально прокладывать дорогу стрелковым подразделениям. И-16 – это тот самый маленький коренастый истребитель, который в 30-е годы казался техникой из будущего. Низкоплан-моноплан, закрытая кабина, убираемое шасси – это вещи, которые тогда еще только входили в моду. Это был первый в мире серийный истребитель консольным, низкорасположенным крылом и убираемым шасси, ставший на вооружение, и именно он задал новый стандарт для боевых самолетов. Он встречал Барбароссу на западных рубежах, прикрывал войска и города от налетов, вел воздушные бои с мессершмиттами.
Но время работало против него. Новые немецкие БФ-109 по скорости и высотности уже превосходили Ишака, и пилотам приходилось брать свое маневром, дерзостью и опытом. В первые недели войны многие И-16 были уничтожены на аэродромах и в тяжелых боях, но те, кто выжили, продолжали летать и в обороне Москвы, и под Ленинградом. Но для своих летчиков И-16 был самолетом с характером, требовательным, резкий на рулежке и в полете, с тесной кабиной, из-за которой многие предпочитали летать с открытым фонарем. Но если привыкнешь, машина была благодарна потрясающей вертикальностью и скоростью виража. Но перед вами МиГ-3– это высотный истребитель-перехватчик, с которого для КБ Микояна и Гуревича фактически началась большая история самолетов с индексом МиГ. Он создавался как быстрый истребитель для борьбы с бомбардировщиками на больших высотах. Ну а на высоте около 7-8 тысяч метров МиГ-3 мог развивать скорость до 640 км в час, что по меркам 1941 года было очень серьезным показателем. Проблема в том, что реальная война на Восточном фронте шла в основном внизу, на малых и средних высотах, а там МиГ-3 чувствовал себя хуже. Маневренность падала, радиус виража был велик, взлет и посадка требовали от пилота высокого мастерства. Самолет был сложным в пилотировании, с задней центровкой и высокой посадочной скоростью. Неопытным летчикам он ошибок не прощал, и части, вооруженные МиГ-3 летом-осенью 1941 года, несли тяжелые потери. Но тем не менее, именно МиГ-3 сыграл заметную роль в обороне Москвы. Ну а теперь перед вами У-2. Это тот самый легендарный кукурузник, который внешне выглядит почти игрушечным, но в реальной войне стал настоящим рабочим самолетом фронта. Легкий двухместный биплан, созданный Поликарповым еще в 1927 году как учебный и многоцелевой, он оказался крайне простым, дешевым и надежным. И на нем учились почти все советские летчики до военного и военного времени. С началом Великой Отечественной войны У-2 быстро превратили в легкий ночной бомбардировщик. На крыльях установили держатели для бомб. На задней кабине пулемет. Бомбовая нагрузка доходила до 300 кг. Такие машины совершали ночные беспощадные налеты по переднему краю и ближнему тылу противника. Тихо подходили на малой высоте. Выходили на цель практически без звука мотора и сбрасывали бомбы с небольшой высоты. Очень точно для ночи. Солдаты вермахта прозвали этот самолет «Ночной фельдфебель» за то, что он не давал спать, и «Русфанер». По современным меркам У-2 выглядит медленно и хрупко, но и в этом была его сила. Деревянный, тихий, с небольшими скоростями, он мог подлетать к цели буквально на цыпочках, неожиданно обрушивать бомбы и исчезать в темноте. Для фронтовиков это был не парадный самолет, а незаменимый трудяга войны. Машина, которая делала огромный объем самой рутинной, но жизненно важной работы. Ш-2– это не фронтовой бомбардировщик и не ас-истребитель, а труженик неба. Это первая советская серийная амфибия конструктора Вадима Шаврова, небольшая летающая лодка-полутораплан с мотором над крылом и убираемым шасси. И для 30-х годов это было очень смелое решение. Самолет мог садиться и на воду, и на землю, брать пилота, пассажира и небольшой груз. Всего построили более 700 машин, а в строю они продержались больше 30 лет, вплоть до 60-х годов прошлого века. А до войны Ш-2 работал по всей стране: Север, Сибирь, Дальний Восток, Арктика. На нем летали в летных школах и в аэроклубах. Возили почту и пассажиров по труднодоступным маршрутам, патрулировали рыбные промыслы, помогали геологам и лесникам обслуживать полярные станции. Эти амфибии базировались прямо на ледоколе «Челюскин», «Людке» и «Красин», ведя ледовую разведку. Именно Ш-2 участвовал в истории спасения челюскинцев в 1934 году. С началом Великой Отечественной войны Ш-2 не ушел на передовую, но он оказался незаменимым в невидимой работе. Связной самолет, санитарный борт, транспорт в тылу и при фронтовых районах, особенно там, где обычных аэродромов просто не было, а были сплошные болота, реки и озера. Отдельные машины служили в ВВС и у пограничников как связные спасательные, использовались для эвакуации раненых и доставки грузов. И вот такой интересный репортаж у меня получился о самых интересных экспонатах этой выставки. Так что увидимся в новых видео. До новых встреч. Пока-пока.